Всем добрый день, с вами Татьяна. Сегодня я буду вязать вот такие следочки, полностью связанные спицами. Вязание начну с мыска, перейду на подошву, потом отвяжу полотно, закончу пяткой и сделаю обвязку. Вяжутся несложно, быстро, за день пару можно связать. Значит, для вязания я взяла пряжу 3 цвета у меня. Можно все остатки пустить в дело, любые цвета подставлять. Значит, что у меня здесь? В 100 граммах 250 метров. Спицы номер 2,5. Смотрите, что еще хочу сказать. Любыми цветами можно вязать. Вот я начала вторую пару вязать. И здесь пряжа у меня в 100 граммах 225 метров. Вязала по тому же расчету. Даже на подошву на 2 петли меньше пустила. И они у меня получились... Видно, что они по высоте и по длине на 39-40 вышли. А эти на 37-38. Так что размер зависит и от метража пряжи, и от плотности вашего вязания, ну и от размера спиц, естественно. Значит, вот такие вот сейчас я довяжу. А это у меня уже вторая пара. Значит, начинаю вязать с белого цвета. Перехожу сразу к вязанию. На спице номер 2,5 я наберу белым цветом 20 петель. Вязание мыска начну с верхней части и буду его потом расширять. Значит, все по порядку. Обычным способом набираем 20 петель. Первая на спице. Набрала 20 петель. Теперь следующий ряд. Это у нас будет лицевая сторона. 4 ряда провяжу. Один лицевой, один изнаночный. Один лицевой, один изнаночный. А потом перейду к узору. Первую петлю снимаю. Провязываю весь ряд до конца лицевыми. Следующий ряд провяжу изнаночными. Опять один ряд лицевыми и один ряд изнаночными. Провяжем так 4 ряда. И будем вязать узор. Провязала 4 ряда, изнаночная сторона, изнаночные петли, по лицевой стороне лицевые петли. Сразу для удобства отметила середину, по 10 петель у меня с каждой стороны. Сейчас поймете, для чего это. Подвязываю контрастный цвет. Начинается первый ряд узора. Значит, этот узор, я думаю, многие знают его. Он по интернету гуляет давно. Боковая часть мыска у меня будет провязана узором. В середине у меня проходит 2 лицевых петли. По краям с каждой стороны от этих 2 лицевых петель у меня будет по одному накиду. В каждом лицевом ряду, это я вам сразу скажу. А с боковых сторон у меня будет идти узор. Значит, узор состоит 4 ряда. И через 4 ряда я меняю цвет. И узор повторяется с первого ряда в шахматном порядке только. Так, ну я сейчас ряд за рядом это все провяжу. Так, первый ряд вяжем. Первую кромочную снимаю. Темный цвет у меня. Следующая петля. 1 лицевая провязываю. Далее 1 петля у нас будет вытянутая. Опускаемся на 3 петли ниже. 1, 2, вот в третью дырочку. Опустили спицу, захватили нить, вытащили петлю. Далее 1 петлю провязали. Вот, получилось 3 петли. Это у нас узор. Но это у нас вытянуто, мы ее считать не будем. Значит, получается 2 петли узора. Далее повтор идет. 1 лицевая. 1, 2, 3. На 3 петли опустились ниже. 1 петельку вытащили. 1 провязали лицевой. Закончили. Еще один узор, раппорт сделали. Далее опять повтор у нас 1 лицевая. 1, 2, 3. Опустились вниз. Захватили нить, вытащили петлю. И 1 лицевая. Раз, два, 3 узора провязали. И еще один. И будет у нас 4 узора здесь. 4 раза раппорт. 1. Провязали. 1, 2, 3. Опустились на 3 петли ниже. 1 петлю вытаскиваем. И опять 1 провязали. Все. Осталось у нас средние 2 петли у меня осталось.
Можно и 3, и 4 оставлять. Я вот так рассчитала, у меня посередине осталось 2 петли. Значит, смотрите, что у нас здесь получилось. 1, 2, 3, 4 раза я провязала. Теперь средние 2 петли мы провязываем лицевыми все время по лицевой стороне. По изнаночной стороне мы их будем провязывать изнаночными. И в каждом лицевом ряду перед этими средними 2 петлями я делаю один накид. Перекрученный, вот одну прибавку сделала. Так, далее провязываем средние 2 петли лицевыми, провязали, и опять у нас повтор, только в обратном порядке. Все то же самое, что мы только что провязали. 2 средние петли лицевыми провязала, делаю одну прибавку. Так, что у нас здесь шло? 1 лицевая, вот у нас средние 2 петли, 1 прибавка, 1 лицевая, 1 вытянутая, 1 лицевая. Повторяем. 1 накид, сделали 1 прибавку, далее 1 лицевая, 1, 2, 3, опустились ниже, 1 петлю вытащили, и опять 1 лицевая, провязали. Повтор. 1 лицевая, 1, 2, 3 петли опустились вниз, 1 петлю вытащили, и опять 1 лицевая, и так до конца ряда. Сейчас уже этот ряд с вами до конца довяжу. Опять 1 лицевая, 1, 2, 3, опустились вниз, и опять 1 лицевая, и в конце 1 лицевая, 1, 2, 3, опустились вниз. Здесь придерживать, чтобы не соскочили петли. Я со стола, наверное, нет, вытащила. И предпоследняя у нас 1 лицевая. Все, довязали. И последняя кромочная. Я изнаночной привязываю. Смотрите, ряд начинался у нас, после кромочной была лицевая, и закончился лицевой. Перед средними 2 петлями у нас заканчивается узор лицевой, и здесь, с обоих сторон. Второй ряд, изнаночная сторона. Первую петлю снимаем, провязанную петлю, изнаночная провязанная, провязываем изнаночной, снятую петлю, вот она снятая, переснимаем, не провязывая. Далее 2 изнаночных по узору провязали изнаночными, снятую петлю пересняли, не провязывая. 2 изнаночных провязали изнаночными, снятую пересняли, не провязывая. И так вяжем весь ряд до конца. Провязанные петли провязываем по узору изнаночными, снятую петлю пересняли, не провязывая. Опять 1 изнаночная. Здесь у нас идет прибавка, мы ее также провязываем. Перекрученный накид у нас был, провязываем изнаночной петлей. Средние 2 петли провязываем изнаночными. Вначале ставлю маркер, чтобы не запутаться. Провязали. И так до конца ряда довязываем. Провязанные петли изнаночными, снятую петлю пересняли. Довязываем ряд до конца, снятую пересняли, 2 изнаночных провязали. И последняя кромочная провязала изнаночные. Так, вот что у нас получилось. Перешли на лицевую сторону. Это у нас 3-й ряд получается. Здесь эту нить надо перебросить вот так вот. Так, первую снимаю. Далее, смотрите. Теперь мы будем петли переворачивать. У нас идет лицевая, снятая, 2 лицевых, снятая, 2 лицевых, снятая. Меняем их местами. Первая лицевая и следующая снятая. Подхватываем с-под низу. Переворачиваем их, меняем местами. Перевернули. Теперь вторую петлю возвращаем обратно. В том же положении. Вернули обратно. Далее провязываю 2 лицевых. И снятую петлю набрасываем. Все, вот так вот. Опять проделываем все то же самое. 2 петли идет лицевая и снятая. Подхватываю их и переворачиваю.
Первый ряд получился у меня плотно. Вот с-под низу подхватила, перевернула. Теперь вторую лицевую петлю возвращаю обратно. Провязываю 2 лицевых. И набрасываю вытянутую нашу петлю на эти провязанные 2 лицевых петли. Лицевая и вытянутая петля. 2 вместе. Спицей поднимаем и переворачиваем. Перевернули. Теперь вторую лицевую вернули обратно на спицу. Провязываем 2 лицевых. И набрасываем предыдущую петлю. Перевернули 2 петли. Одну вернули обратно. 2 лицевых провязали и предыдущую вытянутую набросили. Так, теперь что у нас здесь идет? Здесь у нас остался вот добавочная петля, накид. Мы его провязываем лицевой. Не забываем, делаем еще одну прибавку. Средние 2 петли провязываем лицевыми. Опять сделали одну прибавку. Еще одна лицевая. Все. Далее продолжаем вязать узор. Опять у нас 2 петли идет, лицевая и вытянутая. Переворачиваем их. Вторую вернули обратно. 2 лицевых провязали. И набросили на спицу. Так вяжем до конца ряда. 2 петли перевернули. Провязали лицевыми, набросили. Лицевая вытянутая. Перевернули, развернули, то есть. Вторую петлю вернули обратно на спицу. Провязали 2 лицевых. И предыдущую петлю набросили. Так, довязываем ряд до конца. И последняя у нас кромочная, провязали изнаночной. Так, все, перешли на изнаночную сторону. 4-й ряд, это последний ряд узора. Первую снимаем и все петли провязываем изнаночными. Полностью весь ряд изнаночными петлями. Довязываем до конца. Следующий ряд будем вязать контрастным цветом. Довязываем изнаночными до конца. Так, довязала ряд до конца, подвязала контрастный цвет, перешли на лицевую сторону, начинаем вязать узор заново. Так, желтый цвет теперь у меня. Все то же самое, только сначала и в шахматном порядке. Так, теперь первую снимаем. Первый ряд опять у нас идет. Смотрите, в шахматном порядке нам нужно, чтобы вот эта вот капля располагалась вот между каплями в шахматном порядке. Если первый ряд я здесь вязала, у меня первая петля была 1 петля лицевая, то теперь я провязываю 2 петли. И потом будем чередовать первый, второй, первый, второй. Сейчас я второй узор с вами тоже пройдусь, чтобы было понятно. Одну провязали лицевой и вторую провязали лицевой. Вот посередине. 1, 2, 3. На 3 петли опускаемся ниже опять. Вытащили 1 петлю, вытянули. 1 лицевая. Так, вот смотрите, что у нас получилось. Первая у нас здесь лицевая. И вот 3 петли узора. 2 петли по вязанию и 1 у нас вытянутая. Повторяем. 1 лицевую провязали. Далее опускаемся на 3 петли ниже. Вот. Промежуточные петли отсчитали 3, опустились и вытащили 1. 1 лицевая. Еще один узор готов. Повторяем. 1 лицевая. 1 петлю вытаскиваем, опустились на 3 петли ниже, 1 вытащили. 1 лицевая. 1 лицевая. Теперь подошли почти к середине. 1, 2, 3. Повторяем. Продолжаем все здесь вязать по узору. 1 вытащили. 1 лицевая.
Так, осталась у нас здесь средняя 1 петля и еще 1 лицевая. Что я делаю в этом ряду? Провязываем 1 лицевую. Далее 1 вытаскиваем. Смотрите, 1, 2, 3. Опускаемся ниже. Одну вытащила и 1 прибавила. Все, получилось у нас 3 петли. И вот здесь в конце вместе с прибавкой опять получилось 3 петли. Осталось посередине 2 лицевых. Провязываем лицевыми. 1, 2 петли провязали. Далее 1 прибавили. Продолжаем вязать узор. Добавляем петли и вывязываем новый узор. Так, 1 мы прибавили. Теперь 1 вытаскиваем. 1, 2, 3. Вот в самый низ опускаемся. Вытащили. И 1 провязали лицевой. Вместе с прибавкой у нас образовался новый узор. 1 лицевую провязали. 1 петлю подняли. 1 лицевая. Опять 1 лицевая. 1, 2, 3 на 3 петли. На 3 ряда ниже опустились. Вытащили 1. 1 лицевая. И так до конца ряда. Можно даже перейти на круговые спицы, если разворачиваться неудобно. Продолжаем. 1 лицевая. 1 петлю вытащила. 1 лицевая. И опять 1 лицевая. 1 вытащили. 1 лицевая. И в конце у нас осталась 1 петля. Провязываем ее лицевой. Кромочную провязали изнаночной. Перешли на изнаночную сторону. Второй ряд. Далее вяжем все точно так же, как мы вязали в начале. Изменения мы сделали вот в первом ряду. Сдвинули в шахматном порядке. Далее без изменений. Все повторяем со второго ряда с самого начала, как мы вязали второй ряд. Провязанные петли мы провязываем изнаночными, изнаночные петли. Снятую петлю мы снимаем, переснимаем вытянутую, то есть вытянутую петлю пересняли. Провязанные петли провязываем до конца. Это второй ряд по изнанке, заканчиваем. Довязали по изнанке до конца. Первый, второй, третий ряд по лицевой стороне. Продолжаем вязать точно так же, как мы вязали в начале. Первую петлю сняли, теперь вторая петля у нас здесь лицевая, мы ее провязываем. Далее лицевая и снятая петля меняем местами, переворачиваем. Подхватила 2 петли, сняла. Первую петлю лицевую вернула на спицу в том же порядке. Далее провязываем 2 лицевых и вытянутую петлю набрасываем. Все так вяжем до конца ряда. 2 петли пересняли, перевернули. Вторую петлю вернули на спицу. Провязываю 2 петли лицевыми и вытянутую петлю набросили. Очень увлекательный узор. Так, опять 2 петли пересняли. Вытянутую петлю набросили. 2 петли пересняли. Лицевую вернули обратно. Провязали 2 лицевых. Предыдущую вытянутую петлю набросили. 2 петли лицевая и вытянутая пересняли, перевернули. Вторую петлю вернули обратно. Провязываем 2 лицевых петли и вытянутую петлю набрасываем. Так, пришли к середине. Осталась у нас 1 петля. Перед серединой не забываем делать накид по лицевой стороне. Добавили 1 петлю, средние 2 петли провязываю лицевыми, а по изнаночной стороне мы их вяжем изнаночными. Опять сделали 1 прибавку и продолжаем вязать вторую половину. Это у нас второй ряд узора. Опять переворачиваем петли. 2 петли провязали лицевой, предыдущую набросили. Провязываем ряд до конца.
Довязываем ряд до конца. Так, в конце опять перевернули петли, 2 петли провязали лицевой, набросили, осталась 1 петля, провязываем лицевой и кромочная, изнаночная. Это у нас был 3-й ряд. Вот так вот это получается. Перешли на изнаночную сторону. Последний ряд узора, 4-й ряд. Все провязываем изнаночными петлями. Первую снимаем до конца ряда. Все провязываем изнаночными. Далее переходим на контрастный цвет и начинаем вязание с 1-го ряда, повтор. Все, закончили 4-й ряд, перешли на лицевую сторону. Теперь, вот как мы фиолетовый начинали цвет вязать 1-й ряд, повтор с 1-го ряда. Меняю цвет, сзади нитки поднимаю. Подождите, эту сюда, а эту сюда. Так, первую снимаем. Ну, сейчас еще здесь этот ряд начала пройдусь. Смена узора идет у нас. Так, в 1-м ряду, как мы начинали, первую провязали лицевой. Далее поднимаем 1, 2, 3. Опустились на 3 петли вниз, на 3 ряда, то есть вытягиваем 1 петлю. Вот самый 1-й ряд, как мы вязали, повтор. Чередовать будем. 1-й, 2-й, 1-й, 2-й в шахматном порядке. Вытащили 1 петлю. 1 провязали лицевой, повтор, 1 лицевая. Опускаемся на 3 петли ниже. Подняли 1 петлю, вытащили и 1 лицевая. Все. Опять повторяем 1 лицевая. 1, 2, 3. Опустились на 3 ряда ниже, 1 петлю вытащили. 1 лицевая. Повтор, 1 лицевая. 1, 2, 3. Опустились на 3 ряда вниз. Вытащили петлю. 1 лицевая. Опять повтор. 1 лицевая. 1, 2, 3. На 3 ряда опустились вниз. Захватили нить. Вытащили петлю. 1 лицевая. 1 лицевая. Повтор. 1, 2, 3. Опустились вниз. Вытаскиваем здесь 1 петлю. 1 лицевая. Это предыдущий накид. Осталась 1 петля у нас. Опять делаем прибавку 1. Все. Провязываем среднюю часть. 2 петли лицевых. И повторяем точно так же в симметричном порядке. Так, что у нас здесь было? 2 лицевых провязали. Не забываем, сделали 1 добавку. Господи. 1 петлю добавили. Предыдущий накид провязали лицевой. 1, 2, 3. Опустились на 3 петли вниз, на 3 ряда. Что с этими петлями? Захватили нить, вытащили. 1 лицевая. Все. 3 петли узора провязали вместе с вытянутой 3 петли. Повторяем. 1 лицевая. 1, 2, 3. Опустились вниз. Вытащили петлю. 1 лицевая. И так до конца ряда все. Опять повтор. 1 лицевая. Опустились вниз. Вытащили петлю. 1 лицевая. Вяжем до конца ряда. 1 лицевая. 1 вытащили. 1 лицевая. 1 лицевая. 1 петлю вытащили. 1 лицевая. 1 лицевая в конце. 1 петлю вытащили. 1 лицевая и кромочная, изнаночная. Все, повторили 1-й ряд. Опять мы в шахматном порядке поменяли узор. Сделали добавки
И продолжаем вязать все по узору. Второй ряд точно так же, как вязали в самом начале. Я с вами провязала 2 раза узор. Значит, далее вяжем все по узору. Кому что будет непонятно, опять же спрашивайте в комментариях. Не забываем ставить, добавлять петли по лицевой стороне, делать прибавки. Я провяжу 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 раз узор. К вам вернусь и будем вязать дальше. Провязала я 7 раз узор в высоту. Если размер 39-40, провяжите еще один раз. Значит, я здесь остановилась. Сейчас у меня на спицах 48 петель. Далее я провяжу 2 зубчика, то есть 4 ряда лицевыми петлями. Сделаю по последней добавке, по одной опять прибавлю. И всего у меня на спицах будет 50 петель. И далее уже перейду к подошве. Значит, как мы вязали, еще раз повторю. Мы по боковым сторонам вязали узор. По лицевой стороне мы делали в начале и в конце по одной прибавке. Получилось, что при каждом цвете 1, 2, 3, 4. 4 прибавки. 7 раз я провязала узор. 28 петель получилось прибавленных. В начале у меня было 20 петель. 20, 28, 48. Сейчас прибавлю по одной. Получится у меня 50. Значит, прибавленные петли, накиды вот эти вот, мы потом включали в узор. Формировали узор, вязали. Вот так. Теперь все. Изнаночная сторона вот такая. Хвостики попрячем под ниточками. Позакрепляем, позавязываем. Далее вяжу все лицевыми петлями. Темный цвет, 4 ряда. Провязываю лицевыми петлями и по лицевой стороне, и по изнаночной. Первую снимаю, вяжу все лицевыми и сделаю в середине последнюю прибавку. Сейчас провязываю лицевыми петлями до средних 2 петель. Довязала до середины, средние 2 петли. Делаю последнюю прибавку. Одну прибавила. Провязываю средние 2 петли. Так, это можно уже снять. Еще одну среднюю провязала, 2 провязали. Еще одна прибавка и все. Далее продолжаю до конца ряда, довязываю лицевыми петлями. Довязала ряд до конца лицевыми. Переходим на изнаночную сторону. По изнаночной стороне будем также вязать лицевыми. И так как я уже сказала, провяжу я 4 ряда. Давайте я вам замерю высоту мыса. Ну, чуть-чуть подтянуть. 10 сантиметров. Ну, он же растягивается. До 12 можно растянуть. Развернулись. Все, продолжаем вязать лицевыми. Провяжем лицевыми петлями 4 ряда и перейдем к подошве. Провязала я 4 ряда лицевыми петлями. Отметила средние 10 петель на подошву. Сейчас провяжу вот эти вот петли лицевыми и начну вязать подошву. Перешла на круговые спицы, так проще вязать. Значит, сейчас 20 петель у меня с каждой стороны, посередине 10. Эти 20 петель я провязываю лицевыми. Далее провязываю петли подошвы. И потом ее будем немножко расширять. Так, провязываю до начала подошвы все лицевыми. Так, провязали. Теперь 10 петель подошвы также провязываю все лицевыми. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 провязали. Развернулась. Первую снимаю. И опять до конца провязываю все петли. Все эти 10 петель провязываю лицевыми. Довязала до конца. Разворачиваюсь. И теперь с этого ряда я начну делать прибавки в конце ряда по лицевой стороне и потом по изнаночной стороне. Первую сняли. Опять провязываю до конца все лицевыми и добавляю одну петлю с боковой спицы. 10 петель провяжем
Одну добавим, у нас будет 11. Потом добавим по изнаночной стороне, будет 12. Так, довязала до конца. Лицевую одну добавила, подтянула. Первую снимаю, опять все петли до конца провязываем. Здесь плотно стараюсь вязать, провязываем лицевыми. Так, провязала 11 и теперь 12 добавляю, провязываю лицевой, подтянула, перешла на лицевую сторону, провязываю опять эти петли и добавлю еще 2 петли, всего у меня будет 14 петель. Можно просто накидами добавлять, я добавляю, провязывая одну петлю с боковой спицы. Значит, провязываю опять этот ряд до конца, добавляю еще одну петлю и по изнанке добавлю одну петлю, всего будет 14. Значит, опять же ориентируйтесь по ширине ноги, может быть вам 12 петель будет достаточно, по размеру по своему. Так, расширим подошву и далее будем соединять, провязывая по 2 петли вместе. Так, довязала до конца, добавила еще одну, развернулись, изнаночную сторону провязываем лицевыми, добавляем одну петлю. После того, как расширили подошву, продолжаю вязать платочной вязкой лицевыми петлями и последнюю петлю соединяю теперь с петлей с боковой спицы, 2 вместе провязываю изнаночной петлей. По лицевой стороне соединила 2 вместе изнаночной. Можно лицевой, но я изнаночной соединяю. Опять первую снимаем по изнанке, провязываем все лицевыми до конца и последнюю петлю соединяю с петлей с боковой спицы, 2 вместе провяжу лицевой петлей по изнанке, да. Значит, так буду вязать, соединять, пока не закончатся все петли до конца. Довяжем, соединим все петли. Так, вот она последняя петля. Так, маркер этот снимем, мешает. Две вместе провязала лицевой, соединили все, развернулись на лицевую сторону, вяжем все лицевыми петлями и соединяем боковые петли. Значит, может покажется, что мысок узкий, нет, не будет это узко, я это все примерила, это хорошо растягивается платочная вязка, этот узор, поэтому довяжите до конца, померите, будет все нормально. И у меня даже на 39 размер по ширине, ну в натяжечку, ну прошел. Значит, заканчиваем вязать вот эту вот подошву по мыску. Я к вам вернусь. Соединила все петли по мысу, по подошве. Пришла вот в начало. Теперь далее, что я буду дальше делать? Значит, сейчас с этой стороны и с этой наберу петли и буду вязать полностью полотно до самой пятки. 14 петель у меня по подошве. С каждой стороны сейчас я наберу по 18 петель. Здесь даже можно сразу просчитать. Смотрите. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. И вот она 18. Так, набирать буду с самого начала. Ниточку вот так протянем. Свободно протянем. Потом ее будем подвязывать. Так, вытащила первую петлю, подвязала сразу. Так, не оттуда вытащила. Да что такое тут? Натянуть? Так, вторая. Теперь вот эту вот нить оставленную при наборе петель подхватываем один раз снизу,
Протянем ниточку один раз сверху, и она у нас так подвяжется. Снизу подвязали, теперь набираем петлю и сверху нить зацепили, захватили. Опять ввела по 2 дужки крючок. Снизу и сверху. Значит, так по одной набираем петли. Опять снизу подхватили ниточку и сверху. Подтянем здесь. Набираем петли. Так, последняя петля. Все, набрала я 18 петель. Теперь средние петли 14 провязываю все лицевыми. И точно так же наберу с обратной, со второй стороны. Всю подошву я буду вязать платочной вязкой лицевыми петлями. Так, провязываем до конца все петли лицевыми. Провязали. И теперь точно так же крючок под 2 дужки ввела. Смотрите. Захватили нить. И набираем 18 петель на этой стороне. Один, два. Три. Набираем до конца. И последняя петля. Вот самый последний уголок залезла. Последнюю петельку набрала. 18. Все. 18, 18 и 14, 36, 46, ой, 50 петель. Размахалась руками. 50 петель у меня всего на спице. Так, перешли на изнаночную сторону. Первую петлю снимаю. Оставшиеся все петли провязываю лицевыми. Кромочную провязываю последнюю изнаночной. И все. Далее вяжем без изменений. Все петли вплоть длину до пятой, до начала пятки провязываю лицевыми петлями. Довязываем ряд весь до конца лицевыми. Довязали изнаночную сторону. Переходим на лицевую сторону. Продолжаем вязать лицевыми петлями. Первую снимаем, все вяжем лицевыми. Или же любым узором по вашему желанию. Я провязала все платочной вязкой. Значит, так я буду вязать, сколько я провяжу до пятой сейчас. Так, понятно все. Здесь каждый ряд лицевые петли. Все. Значит, смотрите, вот я вяжу лицевые. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ряда, 22 вот таких изнаночных дорожки у меня до пятки. 9 сантиметров. Вот я немножко собралась, я сейчас отвяжу, замерю еще раз в сантиметрах. Значит, вяжем длину до пятой. У кого-то будет больше, у кого-то будет меньше. Провяжем, я к вам вернусь. Провязала длину до пятки. Далее перехожу к вязанию пятки. Значит, что у меня здесь получилось? Еще раз посмотрю в сантиметрах. Вот как я и говорила. 9,5. Потому что растягивается. Там на манекен надевала. Немножко пошире стало. Так, теперь пятку я начну вязать на средних 12 петлях. Если размер 39-40, можно 14 петель оставить. Значит, 19 петель у меня осталось с боковой стороны. Я их провязала лицевыми петлями. Пятку также буду продолжать вязать платочной вязкой лицевыми петлями. Смотрите. Значит, вот я буду ее вязать, не довязывая 7 рядов. Начну делать убавки через каждый лицевой ряд. Убавлю до 4 петель в конце. Для чего? Для лучшей посадки. Лучше тогда на ножке сидит, не сползает ничего. И закончим бейкой. Вот эту вот всю ширину надо немножко подсобрать будет. Так. Что теперь? Провязываем
12 петель до 12 петли, и последнюю петлю будем соединять с петлей с боковой спицы, точно так же, как мы вязали вот здесь подошву. Тем же самым методом довязываем до конца и 2 петли вместе провяжем изнаночной. Так, последняя петля. Петля с боковой спицы, провязываем 2 петли вместе изнаночной. Провязали, развернулась на изнаночную сторону. Первую снимаю, оставшиеся петли по пятке провязываю лицевыми. Так, провязала 2, 4, 6, 8, 10, 11 и 12 петля. Соединяю с петлей из боковой спицы, 2 вместе провязала лицевой петлей по изнаночной стороне. Все. Теперь продолжаем вязать лицевыми петлями все ряды. Первую снимаем, следующие все петли провязываем лицевой и последнюю петлю соединяем. Довяжу, пока у меня не останется 7 петель, и там начну делать убавки. Так, вяжем сейчас пятую, соединяем боковые петли. Так, последняя. Все, 2 петли вместе соединили, подтянули. Продолжаем соединять петли. Осталось у меня с каждой стороны по 7 петель. Делаю убавки. Первую снимаю, следующие 2 петли провязываю вместе лицевой петлей. И также убавлю в конце ряда. Так, осталось у меня 3 петли. 2 петли провязываю вместе лицевой, и последняя соединяем с петлей с боковой спицы. 2 петли убавила. Далее изнаночный, лицевой, изнаночный я провязываю без изменений и делаю опять одну убавку. Одну в начале, одну в конце ряда. Значит, заканчиваем вязать задник, пятку. Провязываю я последний ряд. Значит, у меня здесь осталась 1 петля, а здесь 2 петли. По пятке у меня осталось 6 петель. Я сейчас вот эти 2 петли последних закрою все вместе. И с этой стороны точно так же сделаю. Так, получилось 3 петли. Закрыла изнаночной петлей. Теперь развернулась. Закрываем петли. Две вместе провязала. Далее 3 вместе провяжу. Опять 2 вместе. Ой, слетела. И вот остались у меня 3 петли последних. Я эти 3 петли вместе закрываю. Закрою сразу, подвяжу белый цвет, потому что буду делать сейчас обвязку белым. Подвязала белый цвет, сразу закрыла белым. Все, закончили. Теперь, что я буду делать дальше? Сейчас на спице номер 2,5 сразу быстренько пройдусь. Я почти в каждом видео эту обвязку делаю, где подробнее, где в кратком виде рассказываю. Ну, думаю, уже все знают, как ее вязать. Значит, наберу на 4 спицы по всему верху петли. У меня вышло 61 петля у меня вышла почему-то. Первый ряд провяжу белым изнаночными, далее основным цветом, и внутреннюю часть провязываю опять белым. Внутреннюю часть я провязываю спицами на пол номера меньше. Всего высоту 11-12 рядов. Так, ну вот так вот провяжу, замерю в сантиметрах. Ага, что еще нужно? Если петель много по верху, их можно сейчас будет убавить при наборе. Так, эту на спицу переносим.
Набираем петли. С помощью крючка, если кому удобно, можно подхватывать сразу вот под две дужки. Спицей можно подхватывать. Так, под каждую дужку ввожу крючок, захватили, набрали. Значит, при наборе, чтобы не было сильно широко, здесь много петель, смотрите, одну вот эту дужку можно пропустить и в следующую. Так мы уменьшим количество петель. Здесь только потуже, поплотнее подтянуть. И опять продолжаем набирать. Так, вначале вот уменьшила по боковой стороне. И еще один раз я пропущу одну петельку. И еще на одну петлю будет меньше. И со второй стороны точно так же наберу. И по центру наберем. Значит, набираем на 4 спицы. 5 вяжем. Первый ряд проходим изнаночными. Все провязываем. Следующие ряды вяжем по кругу лицевыми петлями. Высоту я, как уже сказала, я провязала 11 рядов. Можно и 12, и 13, если хотите повыше. Это уже от вашего желания. Я сильно высокую в этот раз не делала. Также можно просто обвязать 2 ряда раза крючком. Немножечко этот верх соберется, будет плотнее, и следок будет сидеть лучше. Так, перешли на лицевую сторону, на мысок. Здесь точно так же ввели под 2 дужки крючок или же спицу, захватили и набрали. Так, провязываем сейчас желаемую высоту вверх, потом встретимся и примонтируем к следку нашу обвязку. После того, как набрала петли, провязала один ряд, как я уже говорила, изнаночными петлями, остальные все по кругу лицевыми. Всего в высоту я провязала в этот раз, ну вот, 3 сантиметра не доходит, 2,5, чуть больше. Далее выворачиваем наизнанку. Можно сразу вот так вот разровнять, перегнуть, не выворачивая, прихватывать, прикреплять. Мне удобнее вывернуть это все дело. Вот так вот разровняли, чтобы все это было ровненько. И далее снимаю, это у нас была первая петля. Следующую петлю снимаю со спицы. Подхватываю, вот пунктир проходит, белая линия. Это у нас самый первый наборочный ряд, белым цветом был. Подхватываю вот одну петельку и соединяю. Петля со спицы, петля первого наборочного ряда. И подвязываем. Раз протянула и 2 протянула. Опять одну сняла. Сильно туго не затягивайте здесь, потому что потом будет собрано сильно некрасиво. И в ногу может давить. Одну сняли со спицы. Одну подхватили. И прикрепили. Все. Так по одной прикрепим все петли к следку. А я на этом сегодня буду заканчивать. У меня сегодня все. Всем спасибо за лайки, оставленные комментарии, за просмотры и подписки. Всем мира и добра. Пока-пока.